Если вы хоть раз листали ленту в Инстаграме или Ютубе, вы точно увидели это обещание. Заговорите свободно за 3 месяца. Выучите язык за 90 дней по уникальной методике. Реклама курсов, приложений, марафонов. И все обещают одно и то же. Быстро, легко и без усилий. Сегодня разберем, что из этого правда, а что манипуляция. Какой уровень реально можно получить за 3 месяца, при каких условиях. И почему большинство таких обещаний вредят тем, кто в них верит. Меня зовут Саша, я сербка, свободно говорю на русском, английском и испанском, и в настоящее время изучаю немецкий. Я более 10 лет преподаю языки и очень хорошо знаю, сколько стоит каждый уровень в часах и в реальной работе с языком. Начнем с цифр. Самые надежные данные на эту тему это шкала CEFR, на которую ориентируется большинство европейских курсов и экзаменов. Это такие усредненные ориентиры для каждого уровня. Это, кстати, данные с разбросом, взятые из Cambridge English. Количество часов рассчитано с нуля. Это часы целенаправленного, структурированного изучения. Это не значит, включу подкаст на фоне, пока я готовлю ужин. Это реальная работа с языком. Уроки, практика, разбор ошибок и так далее. Теперь простая арифметика. 3 месяца– это примерно 90 дней. Даже если заниматься по 2 часа в день, каждый день без выходных– это 180 часов. 4 часа в день– это 360 часов. То есть даже если у вас все идеально с мотивацией, все отлично с вниманием, вы прекрасно понимаете, как устроено изучение, редко устаете, память у вас идеальная, у вас на все это куча свободного времени, и при экстремально интенсивном графике, который мало кто способен выдержать 3 месяца, это в лучшем случае путь с нуля до раннего B1. Но это никак не свободное владение. А что вообще значит выучить язык? И вот тут самая важная часть разговора. Потому что реклама почти никогда не уточняет, какой именно уровень имеется в виду под словом «выучить». И это не случайно. Когда человек без лингвистического или филологического образования слышит «выучить язык», он чаще всего представляет себе то, что люди умеют на уровнях B2 или даже C1. Свободно говорить на любые темы, понимать фильмы без субтитров, читать книги, шутить, спорить, работать на языке. И это естественное ожидание, и реклама именно на нем и паразитирует. На самом деле, когда такие курсы показывают результат за 3 месяца, речь почти всегда идет максимум об уровне А2. Это реальное достижение, и это на самом деле значит способность поддержать простой бытовой разговор, понимание такой медленной, четкой речи на знакомые темы и умение участвовать в базовой переписке. А это не значит свободное владение, и это очень далеко от C1. И это уж точно не уровень, который заявлен в рекламных роликах, где актер непринужденно болтает с носителем языка о философии, о жизни. Разрыв между тем, что обещали, и тем, что реально достижимо за такой срок, это и есть основа манипуляции. Реклама использует размытое значение слова «выучить», чтобы вы сами додумали себе нужный им образ результата. Чем это вредно? Казалось бы, подумаешь, маркетинг преувеличивает это везде так. Но конкретно в изучении языка у этого есть вполне измеримые последствия. Первое– это разочарование и отказ от изучения языка. Человек проходит интенсив, выходит на такой слабенький А2, сравнивает это со свободным владением и делает вывод, что метод не сработал. На самом деле, скорее всего, сработало все нормально, просто ожидания были изначально нереалистичными. И это при сценарии, что курс реально грамотно построен. Второе, и это самое серьезное последствие, при повторении этого цикла человек попадает в состояние выученной беспомощности. Это происходит так. Курс закончился, ожидаемого результата нет. Человек пробует другой курс с тем же обещанием и снова не получает его. Потом еще раз и еще. И после нескольких таких циклов формируется устойчивый вывод. Дело не в курсах, дело во мне, у меня просто нет способности к языкам. Человек перестает не только покупать новые курсы, но и пытаться вообще, потому что на собственном опыте он доказал себе, что усилия ни к чему не приводят. И это особенно обидно, потому что причина провала была не в человеке и не в его способностях, а в том, что цель изначально была физически невозможна за такой срок. Но переживается это как личный провал, и именно это убеждение потом тяжелее всего разрушить. И третье– это, конечно, финансовые потери. Как реалистично организовать систему изучения за 3 месяца? Если у вас есть 3 месяца, это не повод отказываться от цели, а поставить более реалистичную цель. Вот варианты, что реально можно сделать за этот срок. Например, вы можете дойти с нуля до примерного А2. При регулярных ежедневных занятиях 1,5-2 часа в день с фокусом на структуру, а не хаотичное погружение. Дальше можно дойти от А2 до B1 для тех, кто уже что-то знает, но застрял. Или, например,
Например, подготовка к конкретному экзамену на уже имеющемся уровне. Например, если у вас А2, то 3 месяца целенаправленной подготовки реально потянут вас к сдаче международного экзамена на B2. Что важно заложить в систему, чтобы 3 месяца не прошли впустую? Есть несколько принципов, которые не стоит упускать из вида. Регулярность важнее интенсивности. Другими словами, час каждый день эффективнее, чем 7 часов в воскресенье. Структура важнее количества контента. Лучше пройти один учебник системно и детально, чем хаотично использовать 10 разных источников. Регулярно возвращайтесь к пройденному материалу для закрепления и, пожалуйста, не торопитесь через курс. Дальше активное изучение через comprehensible input и active retrieval, не просто пассивное потребление. То есть послушать подкаст не значит учить язык. Нужна активная работа, повторение, проверять себя, делать заметки, использовать новые конструкции, делать shadowing. Старайтесь поддерживать правильный баланс между новым материалом и повторением. Как правило, на более низких уровнях нужно больше повторений одних и тех же материалов и не так много новизны. На более высоких, особенно начиная с B2, сдвиг идет в другую сторону и больше пользы начинает приносить разнообразие материалов, так как многие навыки уже хорошо развиты. В итоге, как видите, 3 месяца – это реальный срок для прогресса, просто не для того прогресса, который вам обещают в рекламе. И если вы это понимаете заранее, то у вас гораздо больше шансов не разочароваться, а реально продвинуться. Пожалуйста, не забывайте, что язык – это в первую очередь навык, и ему требуется время для развития. Не покупайтесь на уловки маркетологов, которые играют на ваших чувствах и человеческой жадности. Чудо и волшебной таблетки, к сожалению, не существует. Если бы они были, то я бы вам первая об этом рассказала. Здесь работают постоянство, дисциплина и способность управлять собственным вниманием и эмоциями. И только если делать это достаточно долго, вы действительно получите те знания и умения, к которым стремитесь. И парадокс в том, что когда вы там окажетесь, со стороны это будет выглядеть как чудо, а для вас самих это будет просто часть повседневной рутины.